Здравствуй. Маш, как вы себя чувствуете сегодня? М, Нормально. Прошла эта неделя. И это, и прошлое нормально. Нормально. Чем эта неделя запомнилась? Какими событиями? Ну, не знаю, неделя как М, неделя, как неделя. Были ли у вас какие-то срывы, падения, может, что-то шло не так? Хотелось? Ну, прям, чтобы что-то такого острого, нет, не было. Все время что-то не так. Это же нормально, не остро. Раньше ничего. То есть, все классно, да, очень хорошо, что на этой неделе. Мгм. Маш, я помню, что в прошлый раз, да, мы обсуждали очень важную тему, потому что мы сокращаем, точнее увеличиваем, да, промежуток между нашими встречами. Раньше мы встречались каждую неделю, теперь 2 недели. И мне кажется, что сегодня вы как будто немножко так отключились от меня. Какая-то стена между нами. Я интересуюсь прошедшими неделями, вы отвечаете на сложно. Мне кажется, что включается тот самый режим отстраненного защитника. С вами уже говорили, вы как будто включаете. Не вышло ли так, что на этой неделе моя домашняя чувствовала себя снова покинутой, одинокой из-за того, что Может, знаете, я сейчас чувствую, что будто бы контакта между нами стало меньше, отстранение включится. Но я здесь для того, чтобы помогать маленькой Маше, вашей уязвимой части. Мгм. Какие потребности сейчас? М, Ну, просто чтобы кто-то рядом был. Мгм. И на этой неделе Мгм. расскажите мне немножко, пожалуйста. Ну, не знаю, я вот что. Даже Да, я понимаю, сталкиваетесь, это действительно очень уязвимо, но при этом я хочу обратить ваше внимание, что когда между мной, да, и маленькой Машей как стена, да, стоит отстраненный защитник, несмотря на то, что я здесь для того, чтобы позаботиться, я понимаю, что не могу добиться. Я думаю, что сейчас, да, это отстранение увеличивает дистанцию между нами. Наверное, нам надо быть действительно. ну, что-то надо сделать. Да, я хотел бы узнать о том, как прошла эта неделя не в отстраненном защите, а в маленькой Маше, интересоваться ее чувствами. А зачем? Потому что я хочу научить ее не чувствовать себя покинутой. И я вижу ее маленькую Машу, я знаю, что Ну, прям плохо не было, но нормально. Ну, это правда неприятно. Как-то мы так не договаривались, и это было неожиданно. Ну, вот переход на неделе. Мгм. Ну, в смысле, не договаривались изначально. Я не знала, Мгм. что... Мгм. Вот, мне сейчас это было очень важно. Правда. Если бы вы
открыто и прямо могли поговорить о потребностях маленькой Маши, как бы вы сказали, да, не включая режим. Какое сообщение вы хотите передать? Ну, что я не знаю, наверное, вот про наши, про какие у нас есть условия отношений. Ну, может, есть что-то, что еще я не знаю, что, ну, что правильно, а я не знаю, как сделается, а мне это может как-то не понравится, я там буду куда-то реагировать. Если я вдруг это узнаю, может быть, как-то лучше это пережить. Я правильно понял, что маленькой Маше хотелось почувствовать больше надежности, да, устойчивости. Ну да. Ну, если там, например, знать, что что-то никогда или что-то никогда невозможно, или что-то когда-то возможно. Окей. Я хотел бы сейчас обратиться напрямую к маленькой Маше, чтобы разъяснить вопрос. Я поставлю немножечко пустой стул. Представим себе, как будто сидит здесь, да? Я хочу сказать ей кое-что насчет надежности наших отношений. Окей? Маш, я знаю, как ты быстро можешь почувствовать себя уязвимой и покинутой, и как это важно для тебя строить надежные отношения. Правда, знаю, как важны наши терапевтические отношения, и сколько мы уже прошли, как горжусь тобой. И я хочу, чтобы ты знала, что я не оставлю тебя до тех пор, пока ты не скажешь, что наша работа закончена. Сколько тебе будет надо, столько я готов работать с тобой, тебе помогать. И несмотря на то, что мы перешли на встречи раз в 2 недели, потому что, правда, я вижу, что Маша уже проще живется, она умеет справляться с многими проблемами. Несмотря на это гарантированно твое время, да, когда я с тобой, и это не значит, что я отворачиваюсь, бросаю или предаю тебя. Мне правда очень важно продолжать это. И если тебе правда станет очень тяжело и плохо, ты можешь мне об этом сказать. Я обязательно буду. Наши отношения остаются для тебя такими же надежными, как Маша. Что сейчас чувствует маленькая Маша? Ну, здесь очень важно очень слышать то, что, ну, что отношения не прервутся, ну, вот резко там, потому что все хорошо. Или что-то там. Скажи просто, а вот если бы вы продолжали находиться в режиме отстраненного защитника, насколько Маша могла бы это услышать, насколько я мог бы пробиться к ней? Могли бы. Могли бы. Да. Спасибо. Можешь далее. Потому что это позволило нам продвинуться по теме империи. Есть ли что-то еще, что маленькая Маша хотела бы услышать? Спасибо. Знаете, я не помню, насколько для вас это опыт покинутости. И я хотел бы сейчас сделать еще одно упражнение, да, которое направлено на то, чтобы поддержать вашу способность в самосостоятельном ключе совладать со своей уязвимостью в те моменты, когда вам кажется, что ваши обязанности не окей. И это хорошо, что у нас там есть такая тема, как наши терапевтические отношения. Случай, да, только что обсудили. Эта процедура вам хорошо знакома. Скриптинг, переписка нашего положения. Я попрошу вас сейчас здесь поудобнее, расслабиться, поставить ноги на пол, носки, и закрыть глаза. Безопасно.
это свет. Окей, может приглушить? Давайте. Я выключу, лампочку оставим. Так лучше? Да. Хорошо, отлично. Я хочу, чтобы вы представили момент за эти 2 недели, сколько мы с вами не виделись, когда вы почувствовали себя максимально уязвимо и нашу связь максимально ненадежной. И можете ли вы представить, где вы находитесь в этот момент? Скажите. Ну, как это было тот день, когда должны были его, если бы виделись раз в неделю, вот как это было перед встречей. Мгм. И ну, я была дома, не надо было никуда ехать. И это даже уже перед, ну, потому что всегда есть какое-то ощущение перед встречей, я думаю об этой встрече, о том, что происходило. Хотите увидеть, но собираетесь. Ну да, какой-то анализ происходит, я представляю, о чем буду вам говорить, как я буду это говорить. Да, я Маш, давайте сейчас присмотримся, да, что Маша чувствовала в этот момент, и эмоции, одна или эмоции чувства, что она переживала. Ну, грусть. Она переживала грусть, ей было грустно. Скажите, пожалуйста, а в теле, где эта грусть ощущалась, что происходило в теле? Ну, как-то груди и плечи, как-то так было. Как То есть было помню плечи, Да. а в груди что это? Что-то сжимает, или пустота? Да, сжимает, хорошее слово. Я хочу, чтобы сейчас вы обратили внимание на эти интересные ощущения, на эти эмоции, да, грусть, сжимают груди, да, опущенные плечи. И посмотрели на эти проявления, как на что-то хорошо знакомое. Встречайтесь с этим уже не первый раз. Вырос. И я хочу, чтобы вы посмотрели на свою прошлое и вспомнили маленькую Машу, которая когда-то уже испытывала то же самое. Ну и ситуацию своего детства. Постарайтесь, пожалуйста, вспомнить не похожие, да, по сюжету ситуации. Ситуации похожи на по этим интересным ощущениям, да, когда маленькая Маша сжимала в груди, опускала плечи, испытывала грусть. Да. Да, мама не была дома. Да, мама. Я шла из школы и видела старика. Говорит дома, значит, мама не дома. Сколько лет? 8 лет, зачем школа? Почему это вызывало только грусть? Что там ждало дома Маша? Или папа, или никакого. Ну, если там не было никакой, Было очень страшно, ну, считаю, а если папа, ну, это такое. Но все равно был папа или нет. Папа меня, чтобы сильно не касался. Он что-нибудь лежал, заставлял меня что-то приносить. и это было действительно очень грустно. Да, переживать. Давайте представим сейчас себе, что в эту ситуацию, в это переживание, для того, чтобы позаботиться о потребностях маленькой Маши, да, могут быть. И как вы думаете, в чем была потребность маленькой Маши? И в какой момент она хотела, чтобы в этой ситуации появился образ поддерживающего заботу человека? В этот же момент, когда я иду, что быть рядом, А ее потребность была просто в том, чтобы быть рядом. Она хотела, чтобы... быть рядом, чтобы кто-то говорил, что я нужна, и что меня любит. Ну, в частности, мама.
Ну, хоть кто-то. Даже есть нет дома, да, неужели это различие. Давайте попробуем. Да, я хочу, чтобы вы представили себе, что в этот момент рядом с маленькой Машей отправляюсь в театр, есть, да, я хочу пойти, Маша, вижу, как вы грустно, безнадежность, ты домой не видишь свет в окне, да, знаешь, что там мама. Я хотел бы тебе сказать, что я понимаю, почему ты имеешь право чувствовать, и это очень нормально. И я хотел бы сказать, что нам наверняка, что несмотря на то, что иногда происходит между вами, и рано или поздно, вот домой. Это знаешь, что мне это найти? Ты думаешь, где мама? Вот что мы можем сказать маме? Да, это. Представь себе, что я беру тебя, да, говорю, Маша, ну, не следует, не даже знакомо. Давай пойдем к маме на работу. Ну ладно, это после, я не знаю, на работу. Можешь? Да. И представь себе, как мы завтра идем. Может, маленькая Маша хочет о чем-то поговорить. Ну, стеснительно. Неловко. Да. Может, она хотела бы что-то услышать. Ну, это точно, ну, что мы точно туда идем. Да, ну, точно туда идем, да? Ты не заблудишься, нет? Да. А, и представь себе, как мы приходим к маме на работу, и мама выходит, и выходит моя Маша. Мгм. Что сейчас чувствует моя Маша? Становится здесь. Представьте себе, что вы взрослые могли бы оказаться в этот момент рядом с маленькой Машей. Что бы вы ей сказали? Я сказала бы, что я взрослая, теперь точно знаю, мама, Мгм. что ну, когда-то там будет рядом, тогда, когда мне нужно будет. Если я ее позову, она всегда придет. Мама тебя не оставит, да, она надежна. Да, если тебе будет плохо, она обязательно придет на помощь. Как эти слова открепляют маленькую Машу? Что с ее чувством безопасности, надежности связано? Я хочу, чтобы вы чуть-чуть еще вырезали чувства, переживания. Сейчас, да. Делайте глубокий вдох. Вернитесь сюда, можете открыть глаза, осмотреться вокруг. Я очень благодарен за свое доверие. Вы были полностью включены в этот процесс. Мне правда было приятно и важно быть. О, спасибо, Максим. Как мы могли бы эти послания, да, как мы получили в скрипте, перенести на ситуацию наших терапевтических отношений? Что было бы важно узнать, услышать маленькой Машеньке, когда она почувствовала себя покинутой в терапевтических отношениях? Ну, что когда мне будет плохо, вы где-то будете рядом. Да. Я думаю, что
И очень полезно знать, что даже когда человек не рядом, она может оставаться важной, ему нужно это, тоже заботиться.